Женщины-знаменитости и политики подвергаются гораздо большей критике, чем мужчины, находящиеся на той же должности. Как известная женщина, вы должны следить за тем, чтобы каждая волосинка брови была на своем месте. За каждым шагом внимательно следят папарацци, чтобы о падении человека можно было широко сообщить. Любопытно, какие звезды-женщины были сожжены в СМИ. Троих звезд эстрады пресса изображала соперниками, хотя на самом деле они поддерживали друг друга. Пинк рассказала о предполагаемом соперничестве. Никто из нас этого не хотел, и я ненавидела, когда в СМИ меня представляли как анти-Бритни. В документальном фильме в кадре Бритни Спирс мы увидели, как СМИ сожрали молодую поп-звезду. Особенно критиковали Дайан Сойер за ее интервью в 2003 году. Тогда она сказала Бритни, что могла бы себе представить, что жена губернатора Мэриленда могла бы застрелить ее, потому что Бритни была плохим примером для подражания. Ариана Гранде – одна из самых влиятельных артисток современности, а также очень популярная в соцсетях. Но из-за ее известного статуса за ней также пристально наблюдают средства массовой информации. Кошмар для нее начался, когда она разорвала отношения с рэпером Маком Миллером. Причиной стала его проблема с запрещенными препаратами. Вскоре рэпер попал в аварию, так как сел за руль в нетрезвом виде. Через несколько месяцев он умер от передозировки. СМИ и социальные сети обвинили в этом Ариану, которая разбила его сердце и теперь состоит в отношениях с Питом Дэвидсоном. Анджелина Джоли была представлена в СМИ как сексуальная роковая женщина, а Дженнифер Энистон – как любимая девушка по соседству. Когда Брэд Питт развелся с Дженнифер и вступил в отношения с Анджелиной, она якобы увела его у Дженнифер. Журналы-сплетники утверждали, что она соблазнила его. И даже если это было правдой, остается странным, что измена Брэда так и не была названа. Еще одна женщина, якобы укравшая мужчину, Йоко Оно, известная как ведьма-манипулятор, из-за которой якобы распалась группа The Beatles. Ее бойфренд Джон Леннон принял их музыкальное и творческое сотрудничество, поэтому предполагалось, что он ушел из группы ради нее. Многие известные женщины обвиняли в том, что они оказывали влияние на своих парней и мужчин до такой степени, что мужчина фактически не мог отвечать за свои поступки. Это стало известно как эффект Йоко. Хотя Мишель Обама является одной из самых любимых первых леди всех времен, она также подвергалась наибольшей критике. Мишель проявила себя во время президентской кампании Барака. В это время она проявила себя как выдающийся оратор, и публика ее полюбила. Однако ее активная роль сделала ее крысой для прессы. После ухода из Белого дома Мишель вспоминала, как больно было слышать от прессы, что она слишком высокая, слишком сильная и готова сбить Годзиллу с его трона. Похоже, что единственные женщины, которых критикуют даже больше, чем первых леди, это те, кто выходит замуж за представителей королевской семьи. Когда Меган Маркл начала встречаться с принцем Гарри, в прессе ее называли «пожилой разведенной женщиной». Кроме того, возмущение вызвал тот факт, что в британскую королевскую семью вошла женщина смешанного происхождения. Более того, бульварная пресса использовала грязные приемы, чтобы проникнуть в ее жизнь. В частности, якобы пытались проникнуть в ее дом, под надуманным предлогом выведывали информацию у друзей и родственников, а также подкупали бывших бойфрендов, чтобы те рассказали о ней несколько слов. Кроме того, постоянно возникали предположения, нравится ли она королеве или нет. О каждом ее движении и неправильно подобранной прическе сообщалось. В 2020 году Меган и принц Гарри решили отдалиться от королевской семьи и жить отдельно от нее. Нет ничего удивительного в том, что принц Гарри и Меган пошли на крайние меры, чтобы не привлекать к себе внимания. Мать Гарри, принцесса Диана, была почти в прямом и переносном смысле преследуема прессой до самой смерти. Когда она была замужем за принцем Чарльзом, ее очень любили и возносили на пьедестал. Но после развода она стала объектом презрения со стороны прессы, а ее благотворительная деятельность подвергалась насмешкам.
Кроме того, в заголовках многих газет появились предположения о том, что королева ее недолюбливает. В 1997 году Диана разбилась вместе со своим спутником и водителем. По имеющимся данным, они пытались скрыться от преследовавших их папарацци. Хиллари Клинтон уже много лет является одной из главных фигур в СМИ, но освещение ее президентской кампании было равносильно военным действиям. Ее критиковали за внешность, за голос, за то, что она нравится или не нравится, то, что никогда не подвергается критике у мужчин. Кроме того, распространялись слухи, убеждающие избирателей в том, что она на самом деле бандит. Одна из самых странных неправд заключалась в том, что она руководит сетью педофилов из пиццерии в Вашингтоне. Опрос сторонников Трампа показал, что 50% считают это правдой. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уже несколько десятилетий является заметной политической фигурой. В средствах массовой информации при ее освещении возникает ощущение неприязни. Например, ее презентация была названа захудалой, а ее лицо пресса старается изобразить как можно более нелестно. Несмотря на то, что ее всегда критиковали за недостаточную женственность, в тот момент, когда она все-таки надела платье, она была в полном замешательстве. В основном таблоиды показывали ее в сгорбленной позе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, впереди много любопытного.